Дорогие друзья, всем привет! Очень давно, где-то в 1989 году, я побывал в Армении и объехал буквально всю страну. Мы тогда ездили с ансамблем бального танца «Радуга», это евпаторийский ансамбль, и давали концерты для строителей, которые восстанавливали Армению после землетрясения. А сегодня, в 2017 году, мне довелось вернуться в эту замечательную страну. Я вам хочу показать, какой сегодня Ереван. Стартуем мы с вами с площади Республики. Здесь вот такие замечательные фонтаны и Национальная галерея Армении. И вокруг открывается вот такой вид. Раньше эта площадь называлась Площадь Ленина. А мы сюда еще вернемся вечерком, и я вам кое-что покажу интересное.
Друзья, вот эта площадь сейчас называется площадь Шарля Азнавура. Такой замечательный фонтан. И на площади Шарля Азнавура расположен кинотеатр «Москва». Это центральный кинотеатр Еревана. Он построен в 1937 году и выполнен в стилистике сталинского ампира. Раньше за кинотеатром была летняя площадка. Посмотрите, место такое атмосферное, красивое. Здесь есть две такие большие металлические скульптуры. Это огромный паук. И рядом находится, видите, медведь. Поскольку кинотеатр называется «Москва». Кстати, Москву в Ереване очень любят и уважают. Как всем известно, медведь – это символ России. И как раз здесь ему самое место. Видите, и шахматная доска с большими фигурами здесь тоже не случайно. Потому что шахматы для армян – это практически национальный вид спорта или игра. Ярким представителем является Тигран Петросян, чемпион мира по шахматам. А сразу напротив кинотеатра «Москва» расположен театр Станиславского. Здесь проходят русские спектакли на русском языке. Театр действующий и собирает аншлаги. А вот это старый центральный универмаг и детский мир. И здесь вот есть остатки старого города. Специально, видите, второй этаж оставили, чтобы можно было посмотреть, как Ереван выглядел раньше. Друзья, сейчас мы находимся на Северном проспекте. Здесь множество новых красивых зданий. И есть вот такое вот заведение, называется Старый Ереван. Кстати, здесь я попробовал шаурму первый раз в жизни с такой, знаете, с красным перчиком. Такой острый. Необычный вкус. Раньше до этого нигде не пробовал. Если вам интересно, перекусить в Ереване можно рублей за 300. В принципе, недорого. Что касается, например, там напитков, то, что можно купить фастфуд, по дороге перекусить, когда вы гуляете. Цены в магазинах немного ниже, чем в Москве. Цены на жилье тоже немножко ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Но все, как говорится, зависит от класса и от вашего вкуса, от ваших потребностей. Кстати, еще очень полезная информация. В Ереване очень много небольших маркетов, которые открыты 7 дней в неделю, 24 часа. Вот, например, один из них. И что важно для туриста, что возле каждого такого маркета есть exchange, это обменный пункт валют, где вы можете свои там рубли, доллары, евро поменять на драмы, для того, чтобы ими рассчитываться в магазинах, в кафе, везде, где вы бываете. Ну а так, в целом, в Ереване и во всей Армении принимают любые пластиковые карты. Я думаю, вы знаете, что в Армении очень жарко. И вот в Ереване по всему городу есть вот такие вот питьевые фонтанчики, где можно в любое время дня и ночи выпить вкусной родниковой питьевой воды, а также можно умыться, помыть руки, ну, в общем, немного остыть. Вот это памятник Арно Бабаджаняну. Это известный армянский композитор. И недалеко от оперы находится Лебединое озеро. Это достаточно популярное место в Ереване. Здесь молодежь, да и вообще люди отдыхают. Вечером очень много народу собираются, все гуляют. Здесь плавают красивые лебеди. Это место названо в честь балета Чайковского «Лебединое озеро». Друзья, мы сейчас с вами находимся на площади оперы. И вот прямо перед нами Национальный театр оперы и балета имени Спендярова.
А с обратной стороны оперы находится Национальная филармония имени Арама Хачатуряна. Здесь постоянно проходит множество фестивалей, концертов. И, например, сам маэстро Спиваков каждый год проводит здесь концерты с оркестром «Виртуозы Москвы». Друзья, всем, кто посещает Ереван, я очень рекомендую приехать в это место. Это мемориал памяти геноцида армян 1915 года. Приезжайте, окунитесь в эту атмосферу, чтобы вместе с армянским народом прочувствовать ту боль, которую они испытали в те далекие времена. Друзья, у самого подножия каскада есть памятник архитектору Еревана Александру Таманяну. Это именно тот человек, который спроектировал и построил Ереван таким, каким мы его знаем сегодня.
Ну что, дорогие друзья, вот и закончилась наша небольшая экскурсия по Еревану. Я надеюсь, вам понравилось. Я жду ваших комментариев. Приглашаю вас подписаться на канал, если вы новый зритель. И уверен, что впереди у нас много новых, интересных, увлекательных роликов. Всем пока из Еревана. Ваш Капитан Крым.